гнилой лес. Ставлю очко, из боссов там будет гнилоствол. Ты еще, блять, кто? Всех приветствую на обзоре, в этот раз уже крупного патча 1.3 в Kingdom Rush Battles. Поздравляю, контента навалили на несколько видосов, но жопой чую, сервера все еще не чинены, а игра не оптимизирована. Дорогие Ironhide, где мое техническое обновление? Начнем с ивентов. Summon Rift обновляет свой баннер. Ракетчики уходят в запас и неожиданно для меня реранят, а точнее добавляют уже знакомого нам легендарного дракона Айскальта. Не думал, что аренные карты будут присутствовать в этом ивенте. Да, подобный случай у нас уже случался с Некромантом, но до его баннера башня считалась донатной и не входила в ротацию выпадения из сундуков. Сейчас же первый такой случай, что меня немного удивило. Гарант легендарной карты обойдется вам 60 свитков. Так что тратьте их в этом сезоне с умом. Пишите, собираетесь ли вы крутить этого повелителя зимы, или дождетесь его в сундуках. Также, вероятно, после Айскальта может стартовать баннер Элоры. Режим натиск остается в прежней ротации, несмотря на добавление нового ивента. Coin Farm, или же монетная ферма. Новый режим, благодаря которому вы сможете повысить свое благосостояние и потратить их на прокачку высокоуровневых карт. Скорее всего, будет он проходить 2 недели, 14 дней, так же как и другие ивенты. Правила такие: ваши активные заклинания заменяются на особые атакующие способности, уникальные для этого режима фермерской тематики. На момент написания сценария геймплей нам еще не дали, но если выдадут позже, то на фоне вы сможете его наблюдать. Либо воспринимайте на слух. Используя уникальные спылы, вы можете накапливать счетчик монет. Ваши мани уходят в мои карманы. Накапливая этот счетчик, вы пополняете банк. В конце ивента все ваши сбережения перейдут в обычную валюту. На сражении в данном событии тратится 1 билет. Надеюсь, они повысят получаемые билеты в игре, так как сливать их сразу на 2 режима будет расточительно. Новые карты, и их у нас целых 6. Шутка, на самом деле 3, скоро объясню почему. Рейлин. Новая аренная редкая карта, коих не выходила с релиза. Жестокий командир армии тьмы. Ведет свое войско с передовой, готовое уничтожать все на своем пути. Она внушает страх врагам и непоколебимую преданность своим рыцарям. Это танк, имеющий в своем арсенале одну пассивку и 2 активные способности. Массовый стан, а также накладываемый на себя щит. Как я понял, в состоянии щита Рейлин входит в стойку, увеличивая свою скорость атаки, а также добавляя в эти атаки массовый урон. Интересно, будет ли эта ударная волна затрагивать летающих врагов? Абсолютный убийца. Новый аренный эпический спелл. Кстати, за все время Summon Rift не было ни одного баннера с заклинанием. А о легендарной редкости данного типа карт я и вовсе молчу. Наносит удар по самому сильному врагу в области, мгновенно уничтожая его. Более чем вероятно не распространяется на боссов и мини-боссов. Приказ. Новый, аренный, редкий, самонерский спелл. Его призыв на поле битвы засчитывается в ежедневном задании. Это темный рыцарь, которого по всей видимости должна была призывать Рейлин. Но этот альфа-самец решил отделиться от женщины, став самостоятельной способностью. Новая арена. Земли Варалдула. Валардула. Идите нахер. Это было очевидно. Еще по тени острова на роудмапах можно было сделать данное предположение. На вашем экране сейчас все уровни новой арены. Можете поставить на паузу и изучить более подробно. Новые аренные карты. Теперь в своей табличке реранов я буду помечать, какая из них осталась ивентовой, а какая перешла на арену. Кроме редкой Рейлин и 2 новых спеллов, в ротацию к сундукам после достижения определенного этапа новой арены войдут эпический Магнус, эпический Некромант, легендарный испепеляющий камень. Если хочешь знать раньше всех новостей КРБ, а также пользоваться классными стикерами от Денчика, прошу в свой новый ТГК Царство Вези. Плюс не забывай про Discord сервер, ссылки в описании. Новая арена также означает новые способы оказать давление на противника. Долина заброшенных войн представляет 7 атакующих усилителей, призванных сорвать планы противника и переломить ход битвы. Кричащая летучая мышь. Выпускает кричащую летучую мышь на поле соперника, оглушая вражеских юнитов. Магматический элементаль. Создает магматического элементаля на поле соперника. Теневой кузнец. Отправляет теневого кузнеца для усиления волн соперника. Темный жрец. Создает темного жреца для постоянного давления. Вы уж простите, какое описание нам дали. Теневой ворон-заклинатель. Выпускает теневого ворона-заклинателя на поле соперника, дополнительно призывающего летучих врагов. Лающая судьба. Призывает метеориты, которые часом наносят урон юнитам соперника. Расплавленная слизь. Периодически оглушает 2 вражеские башни магматической слизью. Заброшенная долина – это земля, погрязшая в скверне, где влияние темных земель исказило все на своем пути. От расходных пехотинцев до неумолимых элитных отрядов и магматических элементалей. Враги
маршируют по этому проклятому полю боя, принося с собой новые опасности. Вот они, наши герои слева направо. Также планировался Джаггернаут, скорее всего его добавят позже. Лиги стадиона. Да, моя идея была частично услышана. Теперь нам, простым смертным, стало чуть больше смысла покорять рейтинг. Все проблемы прошлой системы получения наград стадиона я описывал в своем крупном фидбэке на основном сервере разработчиков Discord. Недавно в старой системе я подметил один из ее главных минусов. Игроки, имеющие одинаковое количество медалек, например 1200, все равно не входили в топ-500. Потому что банально кто-то апнул эти 1200 медалек раньше. Апнул столько же, но получил награду только один. И система лиг это исправила. Частично. Почему? Потому что эти две системы будут существовать одновременно. Вроде бы решили вопрос, но не дорешали как будто бы. Ладно, прощаем, и так сойдет. В новом сезоне Kingdom Rush Battles представлены уровни лиги, которые группируют игроков по количеству медалей. Поднимайтесь по рейтингу от бронзы до чемпионов, чтобы доказать свое мастерство и разблокировать потрясающие награды. Вроде на этом все. Да, конкретных подробностей мало, так как даже креаторам не все сообщается. Забыл еще упомянуть, что изменений баланса в 1.3 не предвидится. Будем ждать следующий микропатч какой-нибудь 1.3.1, там и посмотрим. Перед концом грех не упомянуть важно значимых для этого канала людей. Вы тоже можете попасть на эту доску почета, а также получить эксклюзивный ранний доступ к новым или не вышедшим видеороликам. Заходи сюда почаще, мы ждем вас, и до скорого.